Всем привет! Сегодня у нас будет космический поток. Посмотрим. У меня новая колода пришла. И это просто фантастика. При вас достаю карты. Я еще никогда на ней не работала. Поэтому очень интересно, что получится. Просто великолепный срез. Вот такая обложка. И прорисовка, конечно, великолепные. Великолепные карты. Космический поток. Что будут говорить вам? Из высшего измерения. Как раз у нас сейчас полная луна. Ну, уже сегодня 99%, но все равно влияние суперлуния очень сильное. Как раз что-то нам хочет сказать и Луна. Четверка. Стабильность основ. Борьба интересов. Как интересно, вы будто бы сейчас находитесь в состоянии борьбы за свою стабильность. За свою стабильность, за обретение вот этого фундамента внутри. Это не обязательно материальная сфера, это просто базис внутри вас, уверенность. Такая тотальная уверенность, чтобы чувствовать себя всегда на коне, в любых обстоятельствах, чтобы ни одно обстоятельство, человек, слова его не могли вас выбить из колеи. Вот вы за это сейчас боретесь. Созревающий успех. То есть это нужно терпение. Набраться терпения и дождаться, когда вот этот расцветет. Ваши плоды расцветут, зерна. Вот вы уже сажаете сейчас своим намерением вот эти зерна. И они вскоре должны зацвести, прорасти. Движение к цели как раз-таки у вас. Смотрите, как все связано. На самом деле все взаимосвязано. Пятерка огня, ну это борьба, вот прям конфликт. В социуме, возможно, в семье, с партнером. Какой-то конфликт идет. За свою внутреннюю стабильность. Дальше вы уже сеете свой урожай, то есть зерно посеяли, ждете этот успех, когда он прорастет. И движение у вас открывается в материи, движение к цели. А через, знаете что, через мудрость, через единение с мудростью, через отшельника. Это вы как вот этот человек сейчас. Красивая, да? Карты очень красивые. Вы сейчас как раз-таки своим сознанием выходите в высшее измерение, и там соединяетесь с этой мудростью Вселенной для того, чтобы здесь воплотить свое самое главное предназначение, свою задачу души в этом воплощении. Я, знаете, недавно узнала о том, что звездная материя, космическая материя есть в нас. То есть мы состоим вообще-то из тех же элементов, что и звезды. Вот когда вам станет грустно, когда вам будет так, вы почувствуете себя, допустим, плохо, да, вам вспомните о том, что вы часть этой звездной системы, и в вас есть эти элементы. Это не H2O, это другие элементы космического порядка,
планет, звезд, астероидов. И все это есть в вас. И вот эта энергия космического пространства, колесо фортуны у вас. Как раз вот он космос и показан. Но вы понимаете, что удача на самом деле циклична, то есть не бывает постоянно на коне, не бывает такого, чтобы человек был постоянно в победителях, да? Внутренняя правда, вот вы к ней идете, к внутренней правде, к балансу внутри себя, к этой целостности внутри и обретение своего фундамента, своей силы внутренней, для того, чтобы как раз-таки вот это, когда есть в человеке внутренняя правда в нем, да, она как камертон, она показывает, куда я сверну, куда мне сейчас идти, да, в какие стремления, куда направить свои цели, задачи, да, куда. А я говорю вам, у вас распаковка идет именно могущество и ответственность при этом. Для мужчин информация, для вас, мужчины, вы настоящие императоры. Ну, то есть вы идете через вот этот процесс фундамента в себе. Это внутренняя сила, это сила вашего духа и намерений в ответственность и могущество. Потому что император не может быть безответственным мальчиком. Также он не может быть, знаете, когда от него ничего не зависит. Ну, я всего лишь человек, от меня ничего не зависит. Нет, это вот такие тут энергии идут. Это защитник мира вообще-то. Да еще и Иерофант. У вас сейчас идут вселенские процессы внутри вас. Женщины, для вас поток информации о том, что к вам такой человек идет. Такой стабильный, настоящий мужчина. Вообще, что такое настоящая женщина, что такое настоящий мужчина, да, непонятно, да? На самом деле это люди просто, которые фундаментальны. Они заземлены, но при этом у них высокий уровень духа, духовности. Вот, это сочетание просто космическое. Иерофант, познавание истины, вера, знания. Вы сейчас получаете знания, возможно, обучение у кого-то, знания. Особенно это касается сейчас мужчин. Вот почему-то для вас идет информация, что вы сейчас вообще в ускоренном темпе начинаете приходить в свою целостность. Как будто, знаете, прогуляли полжизни, прогуляли все уроки, полжизни прогуляли, и вот наступил период, когда вам нужно прийти к самому себе, внутри себя распаковать эту силу внутреннюю, вашу мужскую. И это идет распаковка этой силы и могущества только через веру, вашу веру и получение знаний, новые знания, практики, возможно. Надо отождествление со своим духом, соединение со своим духом внутри вас и ввысь, когда идет. И это отождествиться со своим духом. Что это значит? Это когда высшая катарсическая точка, когда вы просто, у вас расцвет идет сознания вашего. Вы видите, что это космические сейчас идут процессы, которые не подвластны вам, ну, как людям, да, в обыденной жизни, в социуме, там, да. Знаете, что я хотела сегодня сказать? И вот оно сейчас пришло снова, постучало. Вот ведь ваш успех, люди, кто меня слушает, это же все маски, это все роли. Роль там прекрасного,
мужчины-достигатора, это роль. Я там успешный успех, и это роль. Также женщина, я вот состоялась вот здесь, 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 это роли, это все ваши роли. Это не является вами. Вы больше этого. Вы дух, прежде всего. И это космическое сознание в вас, космическая материя. Это вот как раз-таки идет процесс отождествления с духом. Через поднятие вашей энергетики, через, возможно, кундалини. Но она так и есть. Просто кундалини поднимается по разным практикам. Это не обязательно кундалини-йогу, да, практиковать. Это может быть все что угодно. От голоса до практик всяческих. Через дыхание, кстати, тоже. Замки там, мулабандха и все такое. Ругаюсь, да? Сейчас нет, я не ругаюсь на самом деле, но сознание ваше. Я не знаю, кто-нибудь меня сегодня поймет или нет, потому что поток идет такой, что я должна вам это сказать. Сегодня именно это идет. Вы должны разойтись со своей ролью и понять, что вот это все роль. Роль отца, роль дитя, роль жены, там, роль профессиональная, это все роли. Это как актеры, знаете, в театре играют. На самом деле в вас космическая материя внутри и дух космоса, божественный. Вот вы идете ввысь туда. Выбор гармонии, приверженность цели. Угу. Божественную любовь идете. Все, абсолютно, кто меня слушает, в божественную любовь. Если для вас не актуальна сейчас именно любовь в контексте, ну вот это любовь, это прям вот любовная любовь, когда у вас настоящий партнер, не кармические, с которым у вас уроки, бесконечные уроки и жесть какая-то, а именно люди, которые с вами вместе идут в это развитие, они из одного как будто материи, вы из одной материи. У меня из расклада в расклад сейчас идет информация именно о близнецовых пламенах, о божественных парах. То есть вот мужчина и женщина, когда соединяются на космическом уровне, да, и они в жизни, возможно, еще не встретились, вам идет вот это по судьбе, вам идет. Именно через распаковку вас этого духа, внутренний дух, когда сильный человек, а вообще ведет дух его. И, знаете, еще такая информация идет, что хватит всех спасать. Там, помогать кому-то, спасать именно, знаете, в каком контексте? Когда это как раз-таки в практиках Карлса Кастанеды про духа, силу духа идет речь. В общем, там улитка, или улитка, кто-то переползает через дорогу, ну, какое-то маленькое существо. Улитка, по-моему, да. И Карлс Кастанеда берет эту улитку, ну, и с дороги ее убирает с проезжей части, куда-то там кусты на обочину. А Дон Хуан ему говорит о том, что зачем ты это сделал? Ты сейчас полностью вообще поменял ее траекторию движения, ее судьбу, этой улитки. Ее дух ведет. То есть, если она сильна духом, она проползет эту дорогу сама, так как нужно, и без, без повреждений, без всего. То есть, а если там мало духа, то, ну да, может и это произойти. Но ты не вправе вмешиваться в траекторию движения другого существа. Так же и вы. Вы не вправе вмешиваться в траекторию движения другого человека. Вы не вправе это делать. Вы можете мягко направлять его, этого человека, говорить, взаимодействовать с ним,
Причем понимая и осознавая, что это великий космический процесс, который вообще от вас уже не зависит. Это уже Творец, когда вступил, и высшие силы. Вот так. И взаимодействовать с человеком из любви. Не из вот этой опять роль спасателя, роль тирана, там, что там, жертва, тиран, спасатель, да? Правильно, да, я сказала? Вот эти роли все убираем, никого не спасаем, а именно отождествление с духом. Вот она, улитка, она должна проползти свой путь. Вы должны пройти свой путь. Через, возможно, другие люди вам будут в этом помогать, как в контексте, смотрите, не спасать вас, не проходить за вас эту дорогу, взять вас вот так вот раз и поместить в новую реальность. Это так не получится, вы просто не выдержите этих энергий. Вас сейчас на самом деле рихтуют под вот это 5-е измерение как раз. А вы сможете выдержать это 5-е измерение? Это же совсем другой состав тела, именно клеток тела. То есть энергетика другая. И у вас есть это, ну, в мужчинах просыпается вот эта сила внутренняя, огонь, прям вот огнище, именно которое действует, к цели идет. Этот человек всегда добивается своего. Девочки, к вам идет какой-то мужчина просто фундаментальный. Извините, но тут император, тут иерофант, то есть мудрец. Он через отшельника пришел к этому состоянию на самом деле. То есть этот человек прошел свои кармические уроки. К вам идет еще и вот такой огненный. Это страстный человек, не замороженный в своих каких-то, знаете, скудных установках каких-то, знаете, как... Нет, этот человек сам двигается. И от него сейчас такая энергия прет, именно жизни, энергия жизни, сотворение этой реальности, сексуальность. Но это жизнь. Сексуальность вообще это жизнь. Сексуальность равно энергия денег, финансовое процветание. Хотите финансового процветания, прорабатывайте в себе именно вот этот аспект, именно энергетику. Если энергии 0, то ничего не произойдет, ни в материи, не будете ничего добиваться. Также, если вы застреваете надолго в роли, знаете как, идет роль вечного странника, вечного какого-то, я в поисках истины, юнец какой-то такой. Нет, у вас через мудрость идет и через фундаментализм внутри, фундамент, когда есть, основа есть. И вот вы сейчас будете как раз вот этот урожай свой собирать. Так, девушки, к вам идет просто, ну, страсть. Мужчина. И у вас зарождение нового. Это обнуление вот этого всего процесса, ваших всех кармических проработок, уроков, когда вы в каких-то энергиях были плохих. Тюремные энергии, когда идут, знаете. То есть, может быть, человек в материи-то двигается, но знаете как? Смотрите, если вы... Вот недавно у меня просто состоялась беседа с людьми, которые очень много практикуют, ну, то есть в теме вообще люди эти. И как раз у нас беседа состоялась на тему, знаете, чего? О том, что, ну, вот есть люди, например, которые вообще ничего не практикуют, не углубляются ни в эзотерику, ни карты не смотрят, ни расклады, ничего им это не надо, ни тонкие материи, ни тонкие энергии, ни космос, ничего этого не нужно. Но как будто процветают на земельке, ну, то есть процветание идет, да? На самом деле им помогает на какое-то время эгрегор, в который они попали. Эгрегор бывает всего. Эгрегор денег, эгрегор религии, да? Эгрегор
социальной группы какой-то, эгрегор работы вашей, реализации на какой-то деятельности. И это все эгрегор вас двигает и как бы помогает. Как только вы начинаете отождествляться с духом, вас вышибает на самом деле из этого эгрегора. Вы уже не подчинены ему. То есть вы не подчинены вот этому маятнику, когда вас шатает из стороны в сторону, и вы то на коне, то под конем. Вот этого нету, потому что вы уже возвысились, туда вверх пошли. И у вас сейчас процесс идет именно зарождение нового. Через духовный рост. Только через духовный рост. Мужчины, пожалуйста, сейчас меня услышьте. Ваш духовный рост происходит быстрее и легче, если вы слышите свою любимую женщину, воспринимаете правильно ее слова. Если даже таковой нету, есть такое понимание, что вас на плаву может держать. Если вы, например, не практикуете ничего, то на плаву держит вот этот эгрегор. Как только вы выйдете из этого эгрегора, а это свобода, понимаете? Поэтому страшно. Это капец как страшно выйти из-под влияния вот этого эгрегора, потому что он вас как бы в процветание толкает, вам дает деньги, там, материю и так далее. У меня что, крутая тачка, у меня квартира там в центре, допустим, да, столицы. И за этим ничего не стоит. Пустота, абсолютная пустота внутри. И вы придете обязательно в эту точку, когда из вас вышибут этот фундамент, потому что произойдет событие, которое развенчает все ваши установки в пух и прах. А это всегда происходит с людьми, которые, знаете, на пустом месте, как будто они достигли там всего, но фундамента внутри нет. У вас должен быть, знаете, какой железобетонный фундамент, что в любых условиях я чувствую свою душу, в любых условиях, где бы я ни жил, какая бы зарплата у меня ни была, в каких бы сейчас состояниях там, тела и сознания я не был, ну, бывает всякое, да, в болезни человек или еще что-то случилось с вами, да, но вы всегда знаете, что внутри вас вот этот дух есть, сила духа внутренняя. И она не зависит от количества материального, но как раз-таки ваша внутренняя сила духа внутри вас взращивает вашу энергетику, и, соответственно, вы идете в процветание. Это вот фундаментальный закон. Только через духовность идет процветание в материи. Вот как хотите. Потому что люди, которые бездуховные, но они достигают определенной планки, а потом все, а потом крах. Потом крах жизни, потому что разваливается все, потому что по темным мирам идут люди. Ну, не хотят они к Творцу идти, хотят по нижним чакрам действовать, да, и так далее. Зависание процессов. А это, знаете, как колесико у компьютера крутится, должна система перезагрузиться. И вот она крутится, никак. А почему? А у вас все равно трансформация будет. Хотите вы, не хотите, окончание, переход у вас будет. Окончание этого процесса зависания в кармических уроках, которые вы никак не хотели проходить, не могли, не хотели, но это одно и то же на самом деле. Когда человек внутренне готов пройти любую жесть, он ее пройдет. Когда он говорит о том, что у меня обстоятельства, я не могу, у меня сейчас нету ресурсов, я не могу действовать, ребята, это все отговорки. Это все хрень просто. И это значит, говорит о том, что у вас сила духа вот такая вот. Ну, извините, так идет. Такой поток идет. Опасная ситуация у кого-то. Опасная ситуация. А почему? С чем она связана, опасная ситуация? Переход к лучшему. Потерять стабильность, конечно, на некоторое время, да.
когда фундамент вышибают, переход, вот еще новое не наступило, но я стремлюсь всей душой в новое, да, новое не наступило, кстати, опасная ситуация может быть связана с людьми, потому что, вот что идет, пока вы не забетонировались в новом своем качестве, ну, имеется в виду, когда вы не обрели вот эту уверенность фундаментальную в себе, в своем духе, вот эта сила, когда внутри вас еще, она пока распаковывается, вот это вот процесс идет. Пока не вы в этом новом качестве не, как бы не встали на ноги, да, вам нужно дистанция от любых негативных людей и тех людей из прошлого, которые как раз-таки с вами кармические, которые вас загнали вот в это состояние, из которого вы так долго выходили. Вы на самом деле долго к этому шли, к этому процессу. У вас трансформация идет именно как смерть старого, то есть окончание вот этого больного периода и переход в новое качество. Поэтому дистанция вам нужна с теми людьми. Это не когда ты бежишь, роняя тапки от опасности. Хотя и это в определенный момент нужно вам для того, чтобы обрести внутри себя вот этот базис, эту цельность внутри, когда опора есть. И тогда вы можете хоть с самим дьяволом вести диалог, потому что он боится, вообще любая хтонь боится вот этой силы внутренней у человека, если она есть. Если ее нет, ну понятно. И вам нужно от этих людей прям дистанцию держать, да? Потому что вас снова могут... Потому что те люди, они чувствуют, что вы переходите в новое качество, в новую жизнь, в процветание, когда вы идете. Те люди хотят вас оставить в этом болоте, в котором вы так долго болтались. Они будут вас всячески сбивать с пути. Ну, это, кстати, и негативные программы, которые мы сегодня будем чистить с вами. Искусство равновесия, исцеления. Вот у вас должна быть, смотрите, от опасной ситуации что может? Личные границы и бесконечное осознание себя как бесконечности. Вот вы в космосе, знаете, когда в этой сфере, божественная сфера, которая защищает вас, световая сфера защищает вас. Упала карта, ну ладно. Ну, конечно, будет. А товарищ дьявол пришел, будет искушение, будет вас искушать, будет вечный соблазн какой-то, пойти опять по тому же сценарию в своей жизни, ну и который вас приведет к башне, к краху. Нормально говорят? Слом привычного у вас сейчас идет. На самом деле, когда вот башня приходит в жизнь человека, она рушит под фундамент всю его неправду, всю ложь. А вот это как раз башня приходит как через какого-то человека в вашу жизнь. Слом привычного происходит через какого-то человека, через его личную силу. То есть это не то, что там, например, женщина вошла в вашу жизнь, и она разрушила под фундамент всю вашу неправду, лицемерие и так далее, да, ваши какие-то неправдивые союзы. Или, ну, или наоборот, да, к женщине приходит такой мужчина, и она такая очухивается: Господи, а где я вообще жила все эти годы, да? Это идет именно высшие силы так придумали, они так решили. Они дали ей эту задачу, ее душе. Вы вообще на самом деле договорились там в космосе, что она или он придут в вашу жизнь и как раз-таки принесут вот эту энергию слома привычного, когда под фундамент зачищается все пространство. А знаете почему? Потому что у вас углубление сейчас идет и уверенность в успехе. То есть рыцарь земли – это материальная основа внутри вас, фундамент вот этот самый.
к которому мы идем как раз. Покровительница изобилия, женщины, вы сейчас идете в свою ценность, внутреннюю ценность, вне зависимости от того, где вы, с кем вы. Вот эта внутренняя сила и красота внутренняя, вот женщины, она заметна сразу. И она как покровительница идет, то есть это покровительница изобилия, то есть через эту женщину вообще идет изобилие. И в жизнь мужчины, и в жизнь ее детей, и в ее жизни вот это процветание идет. Так, кому надо, пара идет ваша, потому что мастер процветания пришел, король земли. Вот это королева земли, красавица, а это король земли. Ну, то есть это люди фундаментальные. Мне кажется, я слово «фундаментальный» сказала 250 тысяч раз за сегодня, но так идет. Ничего не могу с этим поделать. Так, что дальше? Ага. Скрытые маневры. Восстановление ресурсов. Ага. Кто-то долгое время находился в неправде. Неправда с собой, неправда в отношениях, неправда вообще в жизни, когда ложь идет. Когда не истина, а ложь. И вам нужно время для восстановления своих ресурсов. Это время, когда человек должен побыть в этом состоянии своего одиночества и полежать, да, нужно, подумать, полежать. Когда, знаете, тоже высшие силы укладывают в болезнь, например, человека для того, чтобы он осознал, что он не так делает. Ну и у вас интеллектуальный прорыв происходит. Через вот этот процесс, когда я зависал, думал долго, стагнировал, страдал, в одиночестве это все происходит. И у вас интеллектуальный прорыв, когда меч-кладенец достаете свой и просто рубаете всю неправду, всю ложь. И внутреннего черта тоже гоните просто в шею. Так. У вас тут эмоциональное начало просыпается. Чувственное начало. И разрешение конфликта. Знаете, через чувствование тела своего. Многие люди живут из головы своей. Даже практикующие люди живут из своей головы. Они пытаются, особенно мужчины, пытаются достичь результата. Где мой результат? Я не вижу результата. Где мои инсайты? У меня вот в тот раз были инсайты, а в этот раз нету инсайтов. Что же мне делать, да? Что-то мысли какие-то новые не приходят, ничего не приходит. Где? А у вас именно через чувствование своего тела, через ваше дыхание и вашу энергетику приходит вот это исцеление ваше. То есть, когда ты чувствуешь тотально, внутри себя процессы, мое сердце сейчас, оно сжато или нет? Посмотрели, все свои органы просканировали внутри себя, где комок, где сжатие, где блок, где трудно дышать, где боль, где идет напряжение, причем тотальное напряжение, вы знаете, часто бывает у людей, тотальное напряжение в голову, которое идет из спины. И это все вас на самом деле стагнирует еще больше. А вам нужно почувствовать и направить в эти участки напряжения вот этот божественный свет из космоса. Вот прямо сейчас сделайте вдох. Дышите, дышите. Почувствуйте, как космический поток из вот этого энергии из космоса. Направьте этот божественный свет в ваши самые заблокированные болевые участки в теле.
вы должны почувствовать свое тело. Либо почувствуйте вот так свое тело. Правую руку вы кладете себе на грудь, левую себе руку кладете на чуть ниже пупка, на вторую чакру, на вашу. И через дыхание соединяетесь с собой. Прямо сейчас у нас эта практика идет. Вот оно как раз замедленность идет. Она вам нужна. Это стагнация, это остановка. Для того, чтобы осознать. Разрешение конфликта, кстати, идет. Возможно, знаете как? С вашей парой, с вашей... У мужчин с женщиной, у женщин с мужчиной. Разрешение конфликта вот этого внутреннего идет. Разрешение конфликта, это не обязательно, что вы сойдетесь и будете там жить долго и счастливо. Нет. Если этот человек вам не по судьбе, вы просто мирно завершите эти отношения и пойдете в новое. Каждый в свое новое. Если же вы любите друг друга, вы понимаете, осознаете, что этот человек вам дан по судьбе, но внутренний черт будет вас толкать на то, что вы будете всеми лапами упираться и говорить, что нет, этот человек мне там мешает, или душой вы будете понимать, что эта женщина или этот мужчина для вас, ну вот самый идеальный партнер, именно, ну как идеальный, имеется в виду, что он вам подходит прям по всем аспектам, ну то есть ваша душа родная, да, но с другой стороны, будете всегда, внутренний черт будет вас толкать на эти сомнения в этом партнере. Что нет, вот у него 10 прекрасных качеств, но вот 11-е вот качество, которое меня бесит в нем. И все, из-за этого я не буду с ним строить союз. Этот внутренний черт вообще-то делает сущность, которая вам вредит. Страсть к реализации. Страсть к реализации. У женщин распаковка ваших талантов. Распаковка ваших талантов, именно способностей целительских, способностей эзотерических. И в материи вы будете продвигаться очень быстро. Если это не связано с эзотерикой, то это просто внутренняя страсть, огонь и жизнь у вас просыпается, и вы двигаетесь к своей цели. У вас внутри вот это солнечное свечение, звезда внутри, когда горит, и вот этот термоядерный синтез происходит, вот эта реакция, которая вас толкает в движение. Выбор метода. Так, 9 огня. Понятно. Многие проходят через болючие уроки. На самом деле это уже край. Когда, знаете, когда человек раз за разом он проходит этот урок, да, какой-то кармический. И у вас именно сейчас будет выбор метода. Значит, если я применял тот метод, да, не подействовало, я в той же самой ситуации как будто проигрывал опять же ту же самую роль, или в тех же ситуациях оказывался, да, то вам нужно другой метод выбрать. Быстрое продвижение сейчас, 8 огня, быстрое продвижение, очень материи. Ну потому что вы уже край пришли к этому. Смотрите, 9 огня, 10 огня, тяжесть бремени, выбор метода и быстрое продвижение, то есть между ними. То есть вы сейчас из своих кармических уроков найдете вот это решение, разрешение конфликта внутреннего. Внутри, потому что появится вот этот огонь, энергия инициативы, солнечная энергия, из солнечного сплетения вашего. Это как раз про самоценность себя. Пока вы не устаканились в этом новом состоянии своем, у вас должна быть защита вас, вашего энергополя от любых вторжений, от любых людей, которые вам могут навредить как-то. Потому что у вас возрождение идет.
Высший суд вышел. Пробуждение к новому. Перерождение идет. Перерождение ваше. И Вселенная. Завершение старого этапа жизни. Слом старого. И мощное действие. Вот смотрите, завершение вот этого этапа мирным путем, путем в себе самом осознания вот этой мудрости, посмотрел на свой опыт, на себя, как я действовал раньше, сейчас так не получится, поэтому я выбираю правильную дорогу, и у вас идет сразу мощное действие. В материи именно туз огня идет. То есть вот этот импульс, как пульсар у вас, который вас буквально в прорыв вы идете. В прорыв. Через осознание того, что тот болючий опыт, который у вас был, вы должны были его пройти для вашей трансформации. Такая была колода. Сейчас я вас почищу от негатива. У меня между рук такое просто свечение идет. Даже если его не видно, я его ощущаю. Это магнитное поле. Оно очень мощное. Оно материально чувствуется. Теперь сюда. Весь негатив снимаю сразу. Наполняйтесь этой энергией, силой внутри. Я вас сейчас заряжаю на успех, на ваш успех в вашем деле каком-то, в задуманном, чтобы у вас все получилось.
защиту на вас там. Любой ваш запрос решится. Придет ответ. Либо во сне, либо в материи. Всех вам благ.